Впервые Человек-паук появился во вселенной Марвел в 1962 году. Он сразу очень понравился читателям комиксов и стал настолько популярен, что его создатели Стэн Ли и Стив Дитко переименовали его в Удивительного Человека-паука. Под таким именем персонаж и появился на страницах комиксов в 1963 году. Фильм 2012 года в оригинале так и называется The Amazing Spider-Man, но наши прокатчики, как это часто бывает, перевели название, как им больше нравится. И в России фильм стал называться «Новый Человек-паук». Ой, я в шоке. Первые слова, произнесенные в фильме, 4, 3, 2, 1. намекают нам, что это четвертый фильм «Человек-паук», который возвращает зрителей к началу истории о супергерое. Кто не спрятался, я не виноват. Начальная сцена, в которой молодой Питер Паркер играет в прятки со своим отцом, является метафорой для Питера, который будет искать своего отца все последующие годы. Где же он? Где мой отец? Выбрав Эндрю Гарфилда на роль Питера Паркера, режиссер Марк Уэбб сказал: «Хотя его имя не очень популярно, Вы меня не помните, но те, кто знакомы с работами этого молодого актера, знают, что он очень талантлив. У него редкая комбинация ума, остроумия и человечности. Запомните мои слова. Вы полюбите Эндрю Гарфилда в роли Питера Паркера». О, спасибо, надо же. В интерьерах школы Мидтауна снималось много сцен с трюками и спецэффектами, поэтому их в точности воссоздали на территории павильона номер 15 киностудии Sony. Одна из крупнейших инсталляций включала 4 учебных зала, 5 коридоров, туалет, кабинет директора и офис секретаря. Экстерьеры школы снимали на территории 2 действующих школ в Южной Калифорнии. Ух ты, это здорово. Чтобы подготовиться к роли Человека-паука, Эндрю Гарфилд изучал движение пауков и старался использовать это по максимуму. Руководствуясь принципом, что Паркер Человек и Паук одновременно, он старался, чтобы его движения отличались от движений обычных людей, как в костюме, так и без него. Школьная библиотека по сценарию должна была стать площадкой для захватывающего и динамичного поединка, поэтому требовала подготовки отдельной съемочной площадки. Для заполнения библиотечных полок реквизиторы приготовили фальшивые книги, настоящие обложки, заполненные пенопластом. Если выстроить их в один ряд, получилась бы линия длиной более 900 метров. Ты серьезно? Да. Линзы для костюма Человека-паука были выполнены сотрудниками компании, занимающейся разработкой оптики для военных и космонавтов. Линзы были окрашены в синий цвет и обработаны специальным антибликовым слоем. Клевая тема. При подготовке к роли доктора Коннорса Рису Ивансу Здрасте, Россия. пришлось серьезно изучить образ жизни одноруких людей. Кроме того, актер частенько наведывался в научной библиотеке, наблюдая за учеными и их работой. Он провел много времени, изучая синдромы мутаций и наблюдая за жизнью рептилий. Он также провел 1 месяц, выполняя свои ежедневные действия, используя только левую руку, включая завязывание галстука. В сценарии был прописан небольшой фрагмент, где Коннорс завязывал галстук, но его не включили в фильм, так как завязывать галстук одной рукой – занятие не быстрое. Потребуется время. У него нет времени. На роль доктора Курца Коннорса изначально рассматривался Майкл Фассбендер, но актер предпочел сыграть Магнета в «Людях Икс. Первый класс». Также на роль рассматривался Кристофер Вальдс. О, В этом фильме мы впервые наблюдаем, каким образом Курт Коннорс превратился в ящера. Хотя доктор появлялся в оригинальном фильме Сэма Рэйми, где его играл Дилан Бейкер, этот персонаж никогда не превращался в ящера. Это может быть опасно? Первые 3 фильма о Человеке-пауке сняты на съемочной площадке Universal Studios. К сожалению, часть съемочной площадки сгорела 1 июня 2008 года, и получилось, что 3 первых фильма сняты на старой площадке, а 4-й фильм уже на новой. Нифига себе! Дизайнер Ким Барретт рассказал, что костюм Человека-паука был специально разработан так, чтобы напоминать костюм акробата. Спандекс. У всех спандекс. Тело в нем должно было выглядеть более длинным и гибким. Как вы могли заметить, символ паука тоже сделали продолговатым, чтобы это подчеркнуть. Создатели фильма решили постараться снять большую часть трюков вживую, чтобы меньше использовать компьютерную анимацию. Марк Уэбб объяснил это тем, что они хотели сделать фильм более реалистичным. Во время съемок в Нью-Йорке Riverside Drive была на сотни футов застроена вспомогательными конструкциями, а Энди Армстронг построил установку для автомобиля с множеством тросов в помощь визуализаторам. Правда?
Конечно. Круто. Лабораторию Аскорб выстроили в 13-м павильоне студии Sony. Эта площадка была самой крупной из всех использованных для съемок фильма. Помещение занимало около 1300 квадратных метров. На постройку и оформление ушло около 12 недель. Слушай, здорово. Круто. Эндрю Гарфилд признался, что расплакался, когда впервые надел костюм Человека-паука. «Я с самого детства был поклонником этого персонажа. Как только узнал о перезапуске франшизы, я сделал все возможное, чтобы поучаствовать в этом проекте», признался актер. Он первый персонаж, в которого я влюбился. Эндрю Гарфилд был выбран на главную роль в начале июля 2010 года. Во время своих перерывов актер ездил по Нью-Йорку и играл в баскетбол с детьми в костюме Человека-паука. Я обычный парень. Видишь? Хочешь, дам подержать? Фильм создан к 50-летию Человека-паука. Я бы и сам не поверил, если бы не видел. Изначально фильм задумывался как продолжение трилогии режиссера Сэма Рэйми. Sony предложили контракт Сэму Рэйми и главным звездам Тоби Магуайру и Кирстен Данст на $30 миллионов за 3 фильма. Сценарии уже были заказаны писателям Гарри Россу и Джеймсу Вандербилту, причем каждому полагалось по $2 миллиона за работу. В истории должен был появиться стервятник, роль которого исполнил бы Бен Кингсли, а также Норман Осборн, роль которого предлагали Джону Малковичу, но ему пришлось отказаться из-за конфликта в расписании. Помимо стервятника, в фильме должна была быть представлена злодейка Фелиция Харди, роль которой досталась бы Энн Хэтэуэй. Также в фильме должен был появиться ящер в исполнении Дилана Бейкера, но, как это часто и бывает, у студии произошел конфликт с режиссером и Тоби Магуайром. Исполнитель роли Паука требовал увеличить гонорар, ведь он на тот момент был на пике славы. Люди искренне меня любят. А режиссеру не нравилось постоянное вмешательство студии в работу над сценарием. Обе стороны не смогли прийти к соглашению, и из-за этого было решено осуществить перезапуск. Рэйми со своей стороны сказал, что это было к лучшему, поскольку он был недоволен Человеком-пауком 3 «Враг в отражении», ссылаясь на студийное вмешательство. К тому же, ему совсем не понравилась сюжетная линия, придуманная для 4-го фильма. Я не буду. Этот перезапуск включает в себя несколько элементов комиксов, которые отсутствовали в первых фильмах о Человеке-пауке. Одним из них является веб-шутер, устройство, созданное Питером Паркером для метания паутины. Не понимаю, о чем вы. А может, просто не хотите понимать? Напомню, как это было. Паутина! Вперед! Быстро ввысь, паутина! Шазам! Давай! Давай, давай, паутина, давай! А во-вторых, ему добавили больше насмешек и разговоров со своими противниками. Какая нехорошая ящерка. Эмма Стоун и Эндрю Гарфилд начали встречаться во время съемок фильма. Сверху или снизу? Не спрашивай. Давай без подробностей, ладно? Это первый фильм «Человек-паук», в котором не фигурирует постоянная любовная линия Питера и Мэри Джейн Уотсон. И я влюблен в девушку моей мечты. Вместо этого появляется еще одна подруга Паркера, Мисс Стейси? Гвен Стейси, которую ранее сыграла Брайс Даллас Ховард в фильме «Человек-паук 3. Враг в отражении». Эмма Стоун обычно носит рыжие волосы, но как Гвен Стейси, она перекрасилась в свой натуральный цвет. А Брайс Даллас Ховард, сыгравшая ту же роль в фильме «Человек-паук 3. Враг в отражении», перекрасилась в блонд, при том, что ее натуральный цвет волос – рыжий. Давай, чмокни меня. До того, как Эндрю Гарфилд был выбран на главную роль, Тейлор Лотнер, Джош Хатчерсон, Джозеф Гордон-Левитт, Логан Лерман, Роберт Паттинсон, Джейми Белл, Дэниел Рэдклифф, Зак Эфрон и многие другие рассматривались на роль. Думаю, я хорош. Роль моя? В спальне Питера видна фотография актера Дональда Гловера. В 2010 году, когда фильм был впервые анонсирован и начался кастинг на роль Человека-паука, Гловер выложил в Твиттер свое шуточное прослушивание на роль. Дональд все-таки появился в Человеке-пауке 2017, но в роли преступника. Ты это заслужил! Пока, мистер преступник! Знаменитая фраза Бена Паркера С большой силой приходит большая ответственность. известная нам по первым фильмам «Человек-паук», не обошла стороной и эту часть. В этом фильме она представлена нам через голосовую почту, отправленную Беном перед его кончиной. Питер, мне очень
Жаль, что так получилось. Во время сражений в библиотеке одна из книг, сбитых с полки, называется «Оставленные» Тима Лахея и Джерри Би Дженкинса. Это рассказ о сверхдержаве, которая стремится переделать мир по собственному образу и подобию, что очень похоже на план ящерицы. Ему нужен распылитель, чтобы отравить весь город. Эшли Грин, Мия Васиковска, Тереза Палмер, Эмбер Хёрд, Дайана Агрон, Бруклин Деккер, Линдси Лохан и Эмма Робертс были рассмотрены на роль Гвен Стейси, прежде чем Эмма Стоун была выбрана. Ты не понимаешь! Садись! Твой парень – любитель носить маски, я это понял. Эмма Стоун, которая играет Гвен Стейси, и Салли Филд, которая играет тетю Мэй, празднуют день рождения 6 ноября. Эмма Стоун родилась в 1988 году, а Салли Филд в 1946. Изначально предполагалось, что в фильме с ящерицей будут еще два злодея – Прото-Гоблин и Большое Колесо, оба старые злодеи из комиксов. Тем не менее, они оба были вырезаны из истории, потому что проработка линии каждого злодея значительно растянула бы хронометраж фильма. Ирфан Кхан играет доктора Раджита Рату, персонажа, который по изначальной задумке должен был стать Прото-Гоблином. Это первый фильм, в котором используются цифровые камеры RED серии Epic. Первоначально режиссеры «Хоббит. Нежданное путешествие» планировали первыми попробовать эти камеры в действии, но в связи с задержкой начала съемок они уступили первенство Удивительному Человеку-пауку. Съемки начались в декабре 2010 года, модель камеры только поступила в продажу, поэтому инженеры RED постоянно находились в режиме ожидания на протяжении всей съемки для немедленной технической помощи и поддержки. Хочешь еще увидеть? Там еще много? Конечно, давай посмотрим. Во время съемок рукав, который носил Рис Иванс, для того, чтобы его правую руку можно было убрать в постпродакшене, получил кодовое название Кермит, потому что он был того же зеленого цвета, что и самая известная из кукол Маппет лягушонок Кермит. Питер, сидящий на крыльце, Ты что там делаешь? изучая записи отца, является отсылкой к паучьему инстинкту, так как у пауков есть склонность к пребыванию на высоте. Смотри, не упади. У доктора Коннорса по сценарию был сын Билли, которого играет Майлз Эллиот, но сцены с ним не вошли в итоговый монтаж фильма. Главный злодей в каждом первом фильме о Человеке-пауке из разных франшиз имеет зеленые цвета в костюме. Зеленый гоблин, ящерица, стервятник. Открою тебе истину. Питер, ты еще молод. Ты не понимаешь, как устроен мир. Не останавливай меня! Эмма Стоун изначально прошла кастинг на второстепенную роль в фильме «Мачо и Ботан», но параллельно подала заявку в каст нового Человека-паука, где она претендовала на более значимую роль. Результат вы знаете. Да. Нет, если предки увидят, мне конец. В комиксах у Гвен Стейси голубые глаза. В этом фильме глаза у нее зеленые. Они даже ничего не заметят. Капитан Джордж Стейси, роль которого исполнил Деннис Лири, не появляется в фильме до 53-й минуты. Капитан Стейси, я же не придумываю. Питер Паркер часто использует скейтборд в фильме. Это отсылка к Человеку-пауку, который является популярным персонажем в игре Pro Skater 2 Тони Хока, где он может использовать некоторые из своих суперспособностей во время катания на скейтборде. Джеймс Кэмерон, Дэвид Финчер, Уэс Андерсон и Майкл Бэй рассматривались на должность режиссера фильма, которая в итоге досталась Марку Уэббу. Но он бывает агрессивен, если надавит. Актриса Елена Сатин была выбрана на роль Мэри Джейн Уотсон, прежде чем продюсеры заменили Мэри Джейн на Гвен Стейси. Меня зовут Гвен Стейси. Как я рад познакомиться! Рад познакомиться. Я тоже рад. Это первый фильм «Человек-паук», который не вышел в прокат в том же году, что и фильм о Гарри Поттере. Первый «Человек-паук» и «Гарри Поттер. Тайная комната» вышли в 2002. Далее «Второй паук и узник Азкабана» 2004. И, наконец, «Человек-паук 3» и «Гарри Поттер. Орден Феникса» 2007. Ух ты, вот это да. В этом фильме капитан Джордж Стейси категорически против действий Человека-паука. На чьей ты стороне? Хотя в конце он и признает, что ошибался. А Гвен Стейси посвящена в тайну и поддерживает Питера Паркера как супергероя. Это сильно контрастирует с комиксами,
где капитан Стейси был убежденным сторонником Человека-паука и признался на смертном одре, что он знал о личности Питера, в то время как Гвен Стейси обвиняла Паука в смерти ее отца, а Питер, в свою очередь, никогда не сообщал ей о своей личности. Во время перезагрузки Ultimate Spider-Man Гвен в конце концов узнала и приняла тайную личность Питера. В комиксе Капитан Стейси не был убит злодеем напрямую. Преступник, которого преследовал Стейси, бросил сумку с бомбой в мальчика, а капитан спас ребенка, закрыв его от взрыва своим телом. Держи. Кажется, твое. Первый фильм про Паука, в котором главный злодей к концу повествования оказывается в тюрьме, а не умирает или остается на свободе. А я так люблю это делать. А как тебе фильм «Новый Человек-паук»? Какой из актеров лучше всего, по твоему мнению, исполнил роль Питера Паркера? Жду твое мнение в комментариях. Не забудь подписаться и поставить лайк, если понравилось. До встречи в следующем видео.